Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 31 января. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, поговорим о том, почему наши предки боялись этого дня, на что стоит обязательно обратить внимание, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 31 января. Итак, друзья, давайте далее все более подробно. 31 января православная церковь чтит память Афанасия Великого. Это один из греческих отцов церкви, принадлежавшего к Александрийской школе патриастики. И, конечно же, архиепископ это был Александрий, которого еще считают и называют одним из родоначальников греческой православной церкви и выдающимся церковным писателем. Жил он аж в IV веке. Уроженец Александрии обладал многими способностями, что сделало его авторитетным человеком среди горожан. Афанасий Великий прожил достаточно долгую жизнь, в которой были и тревоги, и невзгоды, беды, и проблемы. Он боролся с еретиками и императорами языческого толка. Оставшись практически в одиночестве, не боялся отстаивать православие. За это его даже назвали как Афанасий против всего мира. Известно, что крестил Афанасия Великого и его мать Александрийский архиепископ Александр, после смерти которого этот пост доверили Афанасию. Однако он не защитил от преследований. Непокорного архиепископа не раз прогоняли из Александрии по навету еретиков, которые обвинили его в причастности к гибели епископа Арсения. Афанасий был даже посажен в тюрьму. Но из-за отсутствия доказательств вскоре был выпущен на свободу. Его пытались обвинить в разврате. Эта попытка тоже потерпела фиаско. Оберегая религию, он уходил и возвращался в Александрию. Гонения и лишения не сломили дух Афанасия Великого, который пережил 4 императоров и сохранил чистоту своих помыслов. В народном календаре 31 января назвали как Афанасьев день или Афанасий Ломонос. Дело в том, что на Руси Афанасьев день называли Ломоносом, потому что в это время наступали достаточно сильные морозы. Наши предки говорили: мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает. И это говорило о том, что в такой вот сильный холод, такие вот сильные морозы надо было обязательно больше двигаться. Афанасьев день на Руси считался очень непростым днем. Наши предки верили, что в это время нечисть, вышедшая из подземелья во время святочных гуляний, была особенно злой. Ну а чтобы не столкнуться с темной силой, старались реже выходить из дома. А если все-таки приходилось это сделать, обязательно клали в карман чертополох, приготовленный еще с лета. Это растение, как вы знаете, считается оберегом от злых духов. В Афанасьев день веточку чертополоха непременно клали на порог, ведь знали, оберег не даст темным силам проникнуть в жилище. Также день Афанасия считался неудачным для больших дел, так что не стоит начинать что-то новое в этот день. Наши предки говорили и верили, что если на Афанасия 31 января переехать в новый дом, то житья в нем не будет, а в семье пойдут постоянные ссоры, скандалы и будут разногласия. В этот день даже старались не крестить детей, считая, что жизнь у них сложится несчастливая. А еще верили, что на Афанасия нельзя рассказывать страшные истории, их подслушает нечистая сила и начнет чинить всякие неприятности. Обычно за окном в этот день стояла холодная погода, и считается, что 31 января начинаются афанасьевские морозы. Однако они не настолько сильные, как тимофеевские, которые ожидали в феврале.
На Афанасьев день наши предки изгоняли ведьм. Считалось, что в этот период они летают на шабаш и от излишнего веселья теряют память. Поэтому хозяева, которым повадились летать ведьмы, приглашали деревенских колдунов. Знахари приходили ночью, и об их визите никто, кроме хозяина и хозяйки, не должен был знать, иначе все старания просто-навсего были напрасны. А в полночь знахарь начинал заговаривать трубы. Именно через них, согласно народному поверью, ведьмы влетали в жилище. Забивал клинья, рассыпал заранее собранную из 7 печей золу и читал специальные магические слова. Ну а чтобы напугать ведьм, девушки ночью били в набат. Этот период и считали половиной зимы в отношении корма для домашней скотины. Заботливые хозяева просматривали запасы, если их оставалось больше половины, то можно было не переживать и спокойно ждать весеннего выпаса. Если же запасов было меньше, то кормить скотину старались бережнее. По традиции на Афанасия полагалось кормить уток и гусей зерном, чтобы птицы были здоровыми. Поэтому этот день еще имеет одно интересное название, как гусиный праздник. И вы знаете, сегодня, 31 января, свадебный период подходил к концу. И на Руси уже свадьбы играли только после Пасхи. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня следует избегать любых хирургических операций, только если их проведение не вызвано какой-то критической ситуацией. Наши предки в этот день уделяли особое внимание приметам погоды, поэтому знали, что вьюга и метель в этот день – это к поздней весне. А если оттепель сегодня, 31 января, то к ненастному лету и плохому, к сожалению, урожаю картофеля. Если вороны стаями кружатся и чистый закат – это к длительному похолоданию. Солнце в полдень выглянуло – это к ранней весне, ну а круг возле месяца и солнца к еще большим морозам. Вы знаете, страшилки, какие-то страшные истории, рассказы в день Афанасия Ломоноса наши предки не рассказывали, поскольку было такое интересное поверье, что нечистая сила может прийти послушать о своих проделках, а потом начать шалить. На Афанасия 31 января проводили различные обряды, читали определенные магические слова против темных сил. В этот день наши предки обязательно проводили обряд от нечисти на кольцо. Для этого брали колечко, которое передавалось по наследству от матери к дочери, от бабушки к внучке и от тетки к племяннице. Главное, чтобы по женской линии и не от овдовевшей женщины. Кольцо окунали в 3 воды. Первую набирали из природного источника, вторую снежную, заносили в дом снег и ждали, когда он растанет. Ну а третью освященную. Перемешивали это все и говорили такие слова: «Водицы непростые, природой закаленные, Божьей силой заговоренные. Вы мой род защитите, нечисть к нам не подпустите. Через кольцо ее провертите и на все 4 стороны отпустите. Пусть летит туда, где нежилая земля. От меня улетает, дорогу в мой дом забывает». Кольцо, побывавшее в такой воде, становилось прекрасным амулетом от злых сил. Его вешали над входной дверью и снимали только через 40 дней. Люди, рожденные 31 января, обладают силой и мужеством. Они заступаются за слабых и обездоленных и могут стать хорошими воинами. В качестве талисмана им подходят гранат и аквамарин. В эту ночь, как вы знаете, снятся вещи и сны, которые к тому же не требуют особых усилий для толкования. В них все максимально прозрачно и максимально понятно. Главное, утром не забыть, что именно привиделось ночью, поскольку тогда придется остаться без подсказки. Давайте теперь поговорим о том, что же нужно было делать в этот день, 31 января, по народным приметам, традициям и обычаям наших предков.
Вы знаете, на Руси в этот день издавна изгоняли ведьм. Считалось, что после шабаша они влетали в дома через печные трубы, а потом перед сном читались определенные магические слова от всего дурного, от нечисти, от врагов, от недобрых помыслов и так далее, и так далее. Также обращаем ваше внимание, сегодня любые дела 31 января лучше перенести, если эти дела требуют точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо мелочь, это обязательно обернется для вас негативными последствиями. Также 31 января наши предки из жилища изгоняли нечистую силу. Комнаты, углы, сени, шкафы окропляли святой водой, которая осталась с крещения. Кроме того, под порогом дома в этот день, 31 января, можно было оставить небольшой мешочек с зерном. Это было к приумножению богатства. Так как морозы, как правило, стоят на Афанасия сильные, стоит много двигаться. Молодежь традиционно устраивала в этот день гуляния и игры в снегу. Старшее поколение проверяло запасы и очищало хлева. Также в этот день, 31 января, на столе обязательно должны были быть блины. Это символ солнца и жизни. Они помогают человеку справиться с влиянием нечисти, так как являются мощным оберегом. Что же нельзя было делать 31 января по народным приметам, традициям и обрядам? В этот день, как мы уже говорили ранее, нежелательно проводить хирургические операции, поскольку оперирующему доктору могут мешать темные силы, а это уже чревато проблемы с пациентом как во время самой операции, так и после нее. Если же хирургическое вмешательство обусловлено критической ситуацией, то тогда перед самой операцией нужно прочитать молитвы, защищающие от нечисти. Также нельзя 31 января назначать крестины мальчика. В будущем у него могут возникнуть проблемы с мужским здоровьем. Народными приметами не разрешается на Афанасия Ломоноса переезжать, поскольку из прежнего дома все невзгоды перейдут в новое жилище, тем более, если не позвать с собой домового. Поэтому, чтобы защитить свой новый дом от неприятностей, всегда надо с собой звать своего маленького домашнего духа. Запрещается отмечать новоселье. По народной примете хозяев в новом жилище ожидают скандалы и раздоры, а также могут возникнуть проблемы с деньгами. Кроме того, 31 января наши предки очень сильно боялись пускать в дом гостей. Существует такое интересное народное поверье, что в этот день вместе с ними может зайти горе. Сами люди в эту дату как можно реже выходили из дома, особенно вечером. Верили, что в последний день января активна нечистая сила, которая даже может навредить человеку. Также нельзя в день Афанасия Ломоноса подавать иски в суд. Дело рассмотрят не в пользу истца. Нельзя и вечером ходить на свидание. Может ведьма завести туда, откуда легко не выбраться. Могут избить или обокрасть. Запрещается кому-либо говорить о сегодняшнем визите знахаря, которого приглашали для охраны дома от всякой нечисти, иначе от ведьм не будет спасения. Считается, что в ночь на 31 января колдуньи летят на шабаш и от избыточного веселья теряют память, отчего могут залететь в любой попавшийся у них на пути дом. Поэтому не рекомендуется, чтобы гостей встречал кто-либо, кроме хозяина. Считается, что их могут сглазить. Также не стоит в день Афанасия Ломоноса планировать поездки в лес или на рыбалку. Можно так заплутать, что домой дороги никогда не найдете. Также нельзя в этот день подметать полы, и не стоит в этот день избавляться от мусора в доме. Вместе с ним вы просто-навсего вынесете здоровье, финансовое благополучие и удачу. Также сегодня откажитесь от работы пылесоса. Нашим предкам неведомо было такое устройство, но его функции предусматривают избавление от мусора, что также подвергает хозяев рискам. Не стоит жаловаться в этот день и кому-либо на жизнь. Стоит сохранять оптимистический настрой и тем более делиться своими проблемами, ведь они от этого не разрешатся. Вы же просто даете повод для злорадства.
Нельзя употреблять и нецензурную речь сегодня, подбирать слова в общении с близкими людьми. В них не должно быть сквернословия и ругательства в любой форме. Обратите, пожалуйста, внимание на эти народные приметы и постарайтесь провести этот день только на позитиве. Даже если у вас есть какие-то проблемы и неприятности, помните о том, что многие вещи зависят от вас самих. Вот такой, друзья, у нас с вами день 31 января. Последний день этого месяца. У нас с вами наступает февраль. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Да, кто спрашивал, как можно отправить нам донат, поддержать нас, друзья, есть ссылка в описании, так и написано благодарность, можно выразить по ссылке. Обязательно нажимайте, любая сумма, друзья, нам будет очень-очень приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.